Доброе утро. Уже почти по традиции начинаем видос в этой локации. Сегодня опять у нас солнце, хорошо, но все равно холодно. Пусть это солнце, яркое и чистое небо вас не обманывает, у нас все равно сейчас плюс 8, плюс 9, и это холодно, если честно. Вот, сегодня в планах совершить самую длинную пока что мою поездку на мотоцикле. Я знаю, прозвучит смешно, это всего лишь там 80 километров туда и 80 километров обратно. Но для меня не по продолжительности, потому что по продолжительности катался уже там и по 5, и по 6 часов за день. Но по дальности на мотоцикле это моя будет, наверное, самое дальнее путешествие. В общем, едем мы из Лимассола в Никосию. Вот, ехать нам там что-то в районе часа по навигатору. Сделал себе одну остановку посередине, вот через 35-34 километра остановлюсь, отдохну, выпью кофе и потом уже без остановок продолжу. Вот. Кстати, нужно засечь, посмотреть, насколько нам хватит полного бака. Просто интересно, как нам это скинуть. Вот, скинули. Отлично. Потом посмотрим, насколько хватило бака. Заправился вчера буквально незадолго, там за пару километров от дома. Поэтому практически, можно сказать, прям полный под завязку бак. Вот. Сейчас мы будем выезжать на шоссе. Там, конечно, будет шумно и холодно. Но я решил, что сегодня я поеду, потому что хотя бы солнце. Все следующие дни недели по прогнозу должен быть дождь. Поэтому сегодня такой последний нормальный солнечный день на этой неделе. И я хотел до выходных съездить в Никосию. А еду я туда с целью посмотреть мотоцикл. Потом, конечно же, запишу какой, что, чего, зачем. Скорее всего, дорога это будет самая обычная, скучная. Потому что мы едем в другую, в противоположную сторону от моря. То есть даже никаких красивых пейзажей мы не увидим по дороге. Авария какая-то, блин, на противоположном направлении. Вот эта пробка сейчас тут будет, конечно. Вот. Постарался максимально утеплиться. Одел такие джинсы, они с этой подкладкой, которая типа должна быть непротираемая. Одел под эту куртку еще тепленькую кофту. Вот единственное, пока еду в летних перчатках, но с собой взял теплые кожаные. Поэтому вот я думаю, на следующей остановке поменяю перчатки, тоже одену кожаные, потому что все-таки ветер обдувает. Защиты рук нет на этом мотоцикле, как вы видите. Так пока едем, вроде бы, кроме замерзших пальцев, все окей.
Ветра сильного нету. Солнышко светит. Еду я не спеша. Сейчас еще будем подниматься чуть выше, по высоте от уровня моря. Температура, наверное, еще упадет на пару градусов. Вчера уже практически вечером мне этот чувак с мотоциклетного магазина написал, скинул фоточки, сказал, что мотоцикл он получил. Ну и я решил сразу не терять времени, поехать к нему прямо с утра, закрыть этот вопрос, съездить, потом дальше уже после обеда своими делами заниматься. Не знаю еще, там на самом деле, если честно, есть два мотоцикла разные. Они плюс-минус одного и того же направления, но разные, конечно, разные по цене, разные. В общем, разные. Одинаковые, но разные, как в том меме. Same, but different. Вот. Поэтому ждал, пока придет еще один, чтобы уже не ездить туда-сюда несколько раз. Поеду за один раз, посмотрю все то, что у него есть, там, то, что меня интересует из того, что у него есть. Почему так далеко ехать, спросите? А вот я сам не знаю, какого хрена в Лимассоле нет нормальных нет нормальных магазинов с мотоциклами. Есть только официальные дилеры, и то не все. Есть Suzuki, который, он же дилер машин Suzuki, у него в шоуруме ни хрена нет мотоциклов, то есть, я так понимаю, можно заказать, и он тебе там привезет, но вот даже хотя бы просто пощупать и посмотреть нету. Дилера Kawasaki, Ducati, кого еще, Априлии у нас вообще нету, хотя они есть на Кипре, они все есть в Никосии, в Лимассоле у нас их нет вообще. Единственный вот официальный дилер и нормальный, у которого есть наличие мотоциклы, которые там не надо ждать там полгода, где можно зайти и посмотреть, выбрать, это вот Триумф. И все, наверное. И Ямаха, да, и Honda. Вот, Триумф, Ямаха и Honda. Вот эти три дилера, они абсолютно адекватные. У них все есть там в наличии в основном, да. Все, что такое самое популярное и даже не очень, все есть в наличии, все можно посмотреть. Да, опять же повторюсь, как в прошлых видосах, нет ни в одном дилере, в официальном, неофициальном, нельзя взять мотоцикл на тест-драйв. Это первая проблема. Вторая проблема у всех этих официальных дилеров: у них нет трейдина, если ты приезжаешь на мотоцикле другой марки. То есть, условно, я прихожу в Ямаху, хочу поменять свою там Триумф или Хонду или Kawasaki, пересесть на Ямаху, они говорят: мы не делаем трейдин на чужие бренды. Ну, это максимально тупо, по моему мнению, с точки зрения, с коммерческой точки зрения. Вместо того, чтобы наоборот переманивать к себе клиентов с других брендов мотоциклов,
Они наоборот говорят, нет, только если ты уже там когда-то купил Ямаху, там неважно новую или подержанную, у тебя есть Ямаха или Honda, только тогда приезжай к нам, и мы тебе как бы создадим полный спектр услуг, чтобы ты уехал на новом мотоцикле. И это максимально тупо, максимально дебильно, потому что ты как дилер должен наоборот переманивать к себе клиентов с других брендов. Иначе как ты хочешь, чтобы они вообще поняли, что ты за бренд и как? Просто полагаясь на свое имя, вот мы Honda и мы Yamaha и нам похрен. Но сегодня это так уже не работает, извините. Тем более сегодня, когда есть куча доступных китайцев, люди все меньше, остается все меньше и меньше людей, которые вот прям, что называется на английском die hard fans, то есть такие фанаты бренда, которые будут неважно что там покупать и будут только переходить с Ямахи на Ямаху и так далее. Такие еще есть, но их становится меньше, особенно молодого поколения. Для них эти бренды не особо там что-то значат. Они не попали там на какой-то пик популярности MotoGP там в 90-х, 2000-х. Им это не интересно. Вот. Поэтому заманить к себе, переманить к себе клиентов, перевести их на свой бренд, это, по моему мнению, базовая база. Вот. Тем более ты уже дилер мотоциклов. Возьми себе мотоцикл, да, поставь себе, может, критерии, не бери там какие-то совсем корчи, какие-то битые, переделанные там или 20-летние. Ну да ладно. Это, так скажем, их проблемы. Так вот, вернемся. Непонятно почему в Лимассоле, хотя это самый движковый, самый такой, я не знаю, это бизнес-центр, это курорт, это все дела. Здорово. В общем, в Лимассоле, если вы не знали, это тут, где крутятся все деньги, тут молодежь, тут прогресс, самый серьезный и быстрый на Кипре. Но мотоциклы почему-то, дилеры мотоциклов и импортеры мотоциклов, не знаю, кто это решает, они почему-то вообще забили на этот город. Потому что ты смотришь даже не в Никосии, а в таких более... Никосия — это столица, хорошо. Но у тебя даже в Ларнаке, в Пафосе, у тебя есть какие-то... Во-первых, большинство официальных дилеров там представлено. Во-вторых, у тебя просто есть какие-то магазины, которые, скажем так, импортируют мотоциклы с пробегом, импортируют новые мотоциклы, как-то сотрудничают с местными импортерами, я так понимаю. Вот, но делают мотоциклы доступным, чтобы человек не ехал сейчас там час или больше, чтобы только вообще посмотреть мотоцикл. Вот, и это очень странно. Но это то, что есть, это факт. Вот. В Никосии вот я нашел одного чела, который... Я уже был у него один раз, но у него не было тех, как раз в наличии не было, не осталось тех мотоциклов, которые я хотел посмотреть. И мы с ним договорились, что как только он там получает один и второй, там он мне напишет, мы с ним уже договоримся, когда я к нему приеду смотреть. Потому что кажется, в принципе, все как бы и просто, что там, да, пошел купил. И лишь бы были деньги, да. Но вот есть места, как Кипр, например, где вот возникают вот такие вот неожиданные сложности, что ты даже хочешь что-то купить, и вокруг этого это целая прям эпопея. Где найти то, что ты хочешь, и как поменять свой мотоцикл на то, что ты хочешь.
Вот лично я просто не очень хочу заморачиваться сейчас с продажей байка, там вот это, тебе звонят, приходят, смотрят, мне оно не надо. Для меня идеальный вариант это, конечно, просто отдать свой байк в трейд-ин. Я понимаю, что я, может быть, чуть-чуть больше потеряю в цене, чем бы я пошел продавать это какому-то, скажем, частному покупателю, но меня это вполне устраивает. Вот такая ситуация на Кипре с этими дилерами. Не знаю, напишите, как у вас, где вы живете, как у вас с этим обстоят дела. Потихоньку, в принципе, и добрались до первой остановки. Блин, я уже пальцы отморозил, конечно. Сейчас отдохну, согреюсь, переодену перчатки. Посмотрим, сколько нам осталось. Осталось нам 44 километра, 37 минут пишет. Ну, примерно так. Мы и доедем, гнать не будем. Навигатор не будем обгонять. В общем, согрелся я так и не смог, не получилось. Здесь вроде солнце светит, а все равно ветерок холодный, короче, на улице недостаточно тепло, сидеть неприятно. Ну, кофе попил, перчатки потеплее одел. Можем ехать. Так вот, вроде бы едешь один, с одной стороны, а с другой стороны, вроде бы как и с вами общаюсь, и время проходит быстрее. Да, на трассе, конечно, прохладно и дует. Это вообще моя первая зима на мотоцикле. То есть я до этого катался там пару раз, но так, по чуть-чуть, по городу, и только прям совсем теплые дни. Вот, а это первая моя полноценная прям зима на моте. Вся моя экипировка, она практически летняя. Вот только вот эти перчатки купил как раз совсем недавно. И вот первый раз их одеваю, потому что до этого в них жарко было бы. Даже осенью они мне не нужны были. Но вот сейчас зимой в самый раз. Ну и вот эта куртка, она тоже прям, я бы не сказал, что зимняя, но по крайней мере не продувается, и уже хорошо. Но я думаю, на следующую зиму я уже как-то получше подготовлюсь. Хотя зимы тоже бывают разные. Вот предыдущие 2 зимы, они были прям теплые, кроме там буквально прошлая зима. Там буквально несколько дней были таких холодных, все остальное было теплое, дождей почти не было, год до этого тоже. А в этом году как-то вот и дожди, и попрохладней. Поэтому я как бы и не особо подготовился, потому что думал, будет как в прошлом году, плюс-минус. Но нет, в этом году холодней. Наверное, все-таки нужно прикупить себе какой-то экип, даже если я ним не часто буду пользоваться, но чтобы он был теплый, чтобы можно было ездить куда-то на дальние дистанции. Потому что, блин, для города вообще пофиг. Одел, что одел, да поехал.
вот на трассе, конечно, нужно что-то уже посерьезней, чем городской экип. Кстати, давайте-ка воспользуемся круиз-контролем. Так, надо нажать круиз. Теперь он загорается желтым, нужно дойти до определенной скорости, которую мы хотим, и нажать кнопку круиза еще раз, чтобы он зафиксировал. Вот, допустим, я хочу ехать там 90, зафиксировал, все, газ отпустил, мы едем. Вот. Ну, при любом нажатии тормоза или выкручивании ручки газа он автоматически отменяется, этот круиз сам. Вот. Ну, в принципе удобно. Очень непривычно, конечно, ехать с круизом на мотоцикле. Ну, на машине как-то понятно, там поставил себе ее, и ты сидишь, она себе там ползет. Тем более в автомобиле у меня он там адаптивный, этот круиз, он сам себе там притормаживает, когда впереди есть машина, перед ним сам потом разгоняется. Вот. Здесь никакого, конечно, адаптивного круиза нету, он просто держит скорость. Но все равно очень странно, как будто он сам тебя везет, и на мотоцикле это абсолютно непривычно. Не так, как на машине ощущается. Я им никогда не пользовался. Ну, есть, и прикольно, что есть. В принципе, можно правую руку просто, как и левую, расслабить, просто положить на руль и себе с кайфом ехать. Не нужно держать все время ручку. А температура даже вон на мотоцикле видно потихоньку падает по мере того, как мы поднимаемся вверх. И это ощущается, становится холодней. Вот, меня тут уже автобусы обгоняют. Так, ползу себе потихоньку. В общем, посмотрел я мотоциклы в этом магазине в Никосии. Выехал в сторону дома. Ехать нам 74 километра. Поездка была не зря. Пока что без подробностей. Задержался я здесь, сколько, я не знаю,
часа 3 я, наверное, здесь в Никосии провел. Зато узнал много чего нового и интересного. Пообщался, кстати, сейчас с такими дедами прикольными. Сижу я в этом магазине, там общаюсь с этим чуваком, хозяином магазина. Подъезжает толпа байкеров, я знаю, человек, наверное, там 7-10. Короче, все там 70+, абсолютно на разных мотоциклах. Кто на нейкедах, кто на каких-то там, не знаю, ретро. Один даже на Харлее был там. В общем, на разных там, на мультистрадах. Короче, такие разношерстные, такая байкерская банда. Вот, но все они, короче, 70+. Все англичане с Британии на пенсию переехали жить на Кипр. Живут там себе где-то в Пафосе. Катаются в свое удовольствие на мотоциклах, когда погода хорошая. А погода хорошая тут практически круглый год. В общем, прям радостно видеть таких дедов, которые в 65+, 70+, там даже кому-то уже было, одному из них под 80. Все на мотоциклах. Пример для подражания на пенсии. Вот если бы меня спросили, что я хочу делать на пенсии, я бы сказал, вот точно как они. Они просто группой на мотоциклах катаются по Кипру, блин, получают удовольствие. Пообщался с ними, там что-то 3 или 4. 4 из них, короче, недавно обновили байки здесь у этого чела, которого магазин здесь в Никосии. Ну и, в общем, они как раз вот подтверждают то, что я и рассказывал вам по дороге сюда, что ни хрена здесь нет нормальных магазинов байкерских, а все эти официальные дилеры там, они просто зажравшиеся, не хотят, не держат мотоциклы на тест-драйвы, не делают трейдины на другие марки мотоциклов. Что даже, я думал, я с Лимассола приехал сдалека, а там вон дедушки приезжают вообще к нему аж с Пафоса, еще дальше. Вообще я не люблю Никосию. Не знаю почему, просто без причины. Какой-то он такой некомфортный, неуютный этот город. Там условно даже в какой-нибудь там Пафос или Ларнаку заезжаешь, да, это не Лимассол, но все равно они такие какие-то приятные, уютные. А Никосия почему-то ощущается по-другому, не знаю, может это только у меня такие ощущения и впечатления. Ну, мне вот как-то этот город, наверное, единственный на Кипре из всех вообще как-то не зашел. Съездил не зря. Прям прикольно с ними со всеми там пообщался. Посмотрел много мотоциклов интересных. Да, стало теплей. Я сюда въезжал в Никосию, было 10, сейчас 13. Но все равно, конечно, прохладно. Надо ехать помедленней. В общем, пока это мини-путешествие проходит довольно-таки неплохо, лучше, чем я ожидал. Хотя я не знаю, чего я ожидал, конечно, но в принципе, если бы было чуть-чуть потеплее, блин, вообще было бы красота. Потому что, в принципе, в плане вот и комфорта на мотоцикле
если ехать не быстро, вообще я не устал. Я доехал сюда, там 80 километров, и все, как будто бы там просто 20 минут где-то по городу покатался. Вообще не устал. Ни по посадке, ни по спине, ни жопа не затекла. В принципе, абсолютно нормально и комфортно. Единственный недостаток путешествия на этом мотоцикле — это то, что тебя сдувает ветром. Вот, но в чуть-чуть более теплый день, я думаю, даже с этим не было бы проблем, потому что ветер, когда он не холодный, он не так тебе там особо и мешает. Если, опять же, если ехать не быстро. А вот так потихоньку, 90-100, абсолютно нормально. Я думал, что мне будет гораздо неудобнее так далеко ехать на этом мотоцикле. Я надеюсь, что на этой неделе у меня будет время весь этот материал, который я отснял за эту небольшую поездку, смонтировать. Тогда получится выложить еще ролик для вас на этой неделе. Будет второй видос за неделю. Сегодня вечером еще у меня урок греческого. Да, я не помню, говорил я уже или нет, но я учу греческий. Там какой-то пока что совсем начально-базовый уровень. Еще 2 раза в неделю хожу на уроки по греческому. И вообще на этой неделе как-то много дел, как-то, я не знаю, сами с собой образовались. Вчера целый день куда-то ехать надо было, то туда поехал, то сюда поехал, там что-то купить, там что-то забрать. Вот. Сегодня вот уже больше полдня взяла у меня эта поездка в Никосию туда-обратно. Завтра опять у меня, запланировано там уже что-то с 10 утра прям где-то. Не буду вдаваться в подробности, там встречи всякие. Ну вот. Послезавтра вроде бы как у меня день поспокойней. Может быть, послезавтра или в пятницу будет время видос смонтировать. Короче, пока я ехал с Никосии, я не заметил, как у меня села батарейка, поэтому не поменял ее. И уже сейчас, когда приехал домой, обнаружил, что камера не записывала последнее там какой-то участок пути. Вот. Поэтому сейчас дозаписываю. Хотел показать по поводу бензина и расхода. В общем, вот я сбрасывал, когда выезжал в сторону Никосии, проехал 152 километра, вот средняя скорость 72,5. По трассе все ехали, и получается, он сейчас уже не показывает, после того, как я заглушил, на сколько километров осталось, но когда я припарковался, он показывал еще 130 километров остаток бензина. Ну, опять же, если ехать
по трассе вот с такими скоростями стабильными, и не была средняя скорость невысокая относительно, то, в принципе, где-то 280 километров, может даже чуть больше, можно проехать на баке. Да, бак маленький, всего 14 литров. Вот, в принципе, все. Благополучно вернулся домой. Видос, наверное, получится немного длинный, длиннее, чем обычно. Всем, кто досмотрел до конца, спасибо большое. Подписывайтесь, кто еще не подписан на канал. Пока-пока.